to share with us. И вот что, собственно, будет происходить? То есть сейчас будет лекция, после этого вы можете нам показать ваши плакаты или там, что вы хотели показать, там, танцы, песни, все, что подготовили. I hope you've enjoyed the things that you've learned in this class already. Я надеюсь, вам I понравился hope there will be предмет. times when you will be able to use this. И надеюсь, что у In a вас very будет positive возможность way. все-таки использовать эти знания вот в каком-то позитивном ключе. This last lecture I wanted to give, and not taking notes, because I really want you to get to understand. Sometimes when we're taking notes, we're so busy taking notes, we don't really see or hear everything I'd like for you to hear. Почему вам так повезло, что писать не надо? Потому что иногда, когда мы пишем, вот записи делаем, мы просто отключаем вот мозг, мы просто пытаемся все быстренько записать. This lecture is actually about us making decisions. И вот эта лекция будет о принятии решений. When you're a person of character and you're trying to decide, what should I do? Будучи человеком характера, вот, пытаясь принять для себя решение, что я должен сделать, как я должен поступить. Sometimes there are some things that will maybe help us in thinking about what kind of decision we ought to make. Вот иногда есть такие моменты, которые помогут нам принять правильное решение. And in making ethical decisions, Что касается принятия этических решений, it's often a decision of what to do, choosing between options that are options of ethical principles. вот, иногда бывает так, что принятие этических решений означает принимать решения из вот тех вариантов, которые все в принципе правильны, то есть все в принципе соответствуют этике. And often it's about trying to decide what is the right thing to do. И очень часто нужно принимать решение, как же правильно поступить. That's what Christians have to wrestle with constantly. И вот это тот момент, с которым постоянно сталкиваются христиане. A person with ethics tries to do the right thing. То есть человек, обладающий этическими качествами, пытается поступить правильно. He knows the difference between right and wrong, Человек понимает разницу между добром и злом. but then it ultimately comes down to making a decision. Вот что касается принятия решения. And there are several different types of decisions. И есть несколько типов решений. There's making the choice between a right and a wrong. And if that's the case, we need to clearly eliminate the wrong and do what is right. Есть выбор между добром и злом. Ну и, конечно же, в этом случае нужно отказаться от зла и поступить правильно. And most of the time, as we read our Bibles, as we get to know Jesus, we can begin to understand and know what's right and what's wrong. И в большинстве случаев, читая Писание, узнавая вот действия Иисуса, мы видим, что такое правильно, что такое неправильно. So those are usually fairly easy, although there's sometimes we want to choose the wrong. То есть вот такие решения обычно очень простые, то есть ты четко знаешь, как поступить, хотя иногда очень хочется выбрать неправильное решение. Because we're sinners, because Satan tempts us, because we want to choose something that we want to do, rather than look at what God wants us to do. Потому что сатана хочет, чтобы мы поступили неправильно, потому что иногда мы хотим поступить так, как нам хочется, а не так, как хочется Богу. But an ethical person tries to do their best to choose the right thing. Но человек, обладающий этикой, это человек, который пытается изо всех сил поступить правильно. Sometimes we have to choose between two right things. Вот бывают такие моменты, когда приходится выбирать из двух хороших вариантов. I like those kind of decisions. Вот такие решения мне прям очень You нравятся. don't struggle inside so much Не нужно when вот you're так choosing сильно that. бороться внутри в том, какое решение принять. And just to give you an illustration of choosing two right things, Ну вот, например, когда мы можем выбирать из хорошего? I went my first 2 years of college to Lubbock Christian College. Первые 2 года колледжа я отучился в Лабокском колледже. Then I needed to make a decision. Where do I go next? Because at that point, it was only a 2-year school.
И вот после этого мне нужно было решить, куда мне идти учиться дальше, потому что на том этапе это была всего лишь двухлетняя программа. And I had several choices to make. И у меня было несколько выборов. There were several Christian universities that were possibilities for me to go to. То есть было несколько христианских университетов, в которые я мог поступить. There was Sunset International Bible Institute that I could go to. Вот был Sunset, то есть международная школа Sunset, куда я мог поступить. And I think had I done any of those things, as long as my life is in Christ, God would use whatever decision I make. И вот в том случае, какой бы выбор я не принял, то я думаю, что если бы моя жизнь оставалась во Христе, Господь бы использовал мой выбор как нам можно лучше. Now, let me say this, and I hope you understand this clearly. И я хотела бы сказать, я надеюсь, вы это хорошо понимаете для себя. The greatest and biggest decision you will ever make is to give your life to Jesus Christ. Самое большое, самое важное решение, которое вы принимаете для себя, это отдать свою жизнь Иисусу Христу. And there may be times then whenever you have to make another choice of several good things. И, возможно, у вас будут варианты того, что вот придется выбрать из нескольких хороших возможностей. As long as you are walking with Christ, as long as you're walking in the light, He can bless the directions that you go. Но если вы остаетесь со Христом, если вы ходите во свете, то Он может благословить любое направление, которое вы не выберете. You just stay with Him. Главное оставаться с Ним. Some people think they need to find out, well, exactly what does God want me to do. Но вот некоторые люди думают, что вот важно узнать вот точно, да, буквально до самых малейших моментов, чего хочет от меня Бог, что Он хочет, чтобы я сделал. And even though this might be correct or right, this might be right, oh, if I choose the wrong one, maybe God won't bless me. И вот, когда смотришь на варианты, вроде и этот хороший, но человек начинает переживать и думать, вот, а что если я выберу какой-то не тот, вот, который хочет именно Бог? I think God will continue to bless you as long as you're walking with Him. Я думаю, что Господь будет благословлять вас, если вы будете держаться Его. Sometimes we feel like we understand what God wants us to do. Иногда нам кажется, что вот мы точно знаем, чего хочет от нас Бог. But sometimes a choice is put before us that we don't know for sure where we should go or what we should do with it. Бывают такие моменты, когда перед нами выбор, когда мы не уверены, что нам делать, куда нам идти. But the key is always being in Christ. Но ключевой момент — всегда оставаться во Христе. Now, another thing that sometimes is a problem is that sometimes we have to make a choice between two wrongs. Но вот бывает такой выбор, и он действительно проблемный, когда нужно из плохих вариантов выбрать более приемлемый. Or choosing lesser evils. То есть вот меньшее зло выбрать, скажем так. For example, we have an election that's coming up this next year in the United Вот States. в следующем году у нас выборы в Штатах будут. You know, to me, there is no perfect candidate. Вот я могу сказать, что там нет идеальных кандидатов. Now, if Jesus was running, I'd have a perfect candidate. Если бы, конечно, бы Иисус баллотировался, то был бы у нас идеальный кандидат, но он не баллотируется. Yeah, it is this year. Yeah, that the election will Да, в come. этом году уже получается. And so I have to choose, you know. То есть мне приходится делать выбор. And sometimes who I vote for, it's based on choosing the lesser of two evils. И вот для меня выбирать кого-то — это выбор между меньшим злом. I may think, I don't like this guy, I don't like this guy, and I don't like this guy, but this one seems to be less of a problem. То есть вот, я фактически рассматриваю кандидатов, думаю, что вот мне этот не нравится, этот не нравится, этот не нравится, этот тоже не очень нравится, но он лучше, чем все остальные, которые не нравятся. And sometimes we have to struggle through some of these decisions that we make. И вот иногда приходится вот так вот решать, принимать такие решения, которые достаточно сложные для нас. One of the things that's generally true, though, is that 90% of the ethical problems we face, we know what we should do. Но правда состоит в том, что в 90% случаев этических решений, которые мы должны принимать, мы знаем, что нужно сделать. It's a matter of making the decision. То есть вопрос только в принятии To do the right решения, thing. в том, чтобы поступить правильно. And the real question in making decisions is, are we willing to do the right thing
when it's likely to cost us more than we want to pay. И вот реальный вопрос, который между нами стоит, то есть готовы ли мы заплатить цену того решения, которое мы принимаем? Ethical values and principles always take precedence over non-ethical ones. И этические ценности и принципы всегда берут верх над неэтическими. Now, let's look at some strategies of what we can use to maybe help us make good decisions. И вот давайте рассмотрим несколько стратегий того, что мы можем использовать, чтобы принимать хорошие решения. We might ask, what would Jesus do? Во-первых, можно задаться вопросом, как бы поступил Иисус. And that's always a good thing to ask. И это всегда хороший вопрос, который можно задавать себе. As we study the life of Christ, as we study what he did, if there's something in his life that helps us to make a good decision, let's follow what he says. Изучая жизнь Христа, узнавая, кто Он есть, чего Он хочет, то есть, если мы из жизни Христа видим, вот, что Он поступил бы определенным образом, то и нам стоит так поступать. I like this statement in 2 Corinthians chapter 5, verse 9. Мне очень нравится то, что написано во 2 Коринфянам 5:9. So we make it our goal to please him. И потому ревностно стараемся быть Ему угодными. Our heart, our goal should always be to please God. Наша цель, наше сердце должно быть настроено на то, чтобы постоянно угождать Богу. When we care about his teachings, we'll do what he asked us to do. И вот когда нам не безразличны учения Его, то мы будем поступать так, как Он хочет, чтобы мы поступали. We'll try to follow the golden rule. Мы будем стараться следовать золотому правилу. What was the golden rule? А какое золотое правило? Do unto others as you want them to do unto you. Right. And so we'll try to do that as we look at others. И мы пытаемся вот так поступать, глядя на других людей. And so there are a lot of decisions that have come up that maybe we don't have the answer for, but we can maybe study the Word and study Jesus' life and say, what would Jesus do about И вот this? будут такие вопросы или какие-то решения, когда мы не уверены, как нужно поступать, но изучая жизнь Христа, мы думаем, что вот скорее всего Он поступил бы определенным образом. Вот так. So that's a very good way of making Так что decisions. это очень хороший способ принятия решений. Another strategy is that we look at it from a parent perspective. С другой стороны, вот можно, принимая решение, рассматривать это решение с точки зрения родителей. How will the decision that I make affect the way my children think of me? Задавая себе вопрос, как мое поведение повлияет на отношение детей ко мне? What would I advise my child to do? Или что бы я посоветовал своему ребенку? What would I hope my child would Или do? вот каких бы действий я ожидал и на какие действия я рассчитываю от своего ребенка? Now, let me give you an illustration of something that happened to us as a family. И вот хотел бы как бы вам проиллюстрировать из нашей собственной жизни, из жизни нашей семьи. One time we were going to go and visit the Vancouver Zoo in Vancouver, British Columbia. Однажды мы всей семьей решили поехать в зоопарк в Ванкувере, в Британской Колумбии. Their policy at the zoo was that anybody who was 12 years and under could come in free. И вот и согласно их правилам, что дети от 12 лет и младше не должны платить за билет. At the time that we went to visit the zoo, our youngest daughter had just turned 13. И вот когда мы поехали в зоопарк, наша дочка младшая, ей исполнилось 13 лет. But Amber looked like she was about 10. Ну, выглядела она лет на 10 от силы. She always hated that, Она всегда не любила этот факт, looking so young. когда вот она так молодо выглядела. Now as she gets older, she's going to love that. Ну, а сейчас уже, когда вот ей, не 10 лет, скажем так, то ей нравится то, что она младше выглядит. But we as a family went up there to pay for the tickets. И вот мы все подошли к кассе. I explained to the lady at the ticket counter that we needed 2 adult tickets, И вот я кассиру сказала, что нам нужно 2 взрослых билета, and we had 4 that would be considered teenage tickets. и 4, ну вот, это билеты для подростков. The lady looked at Amber and И says, вот эта кассир посмотрела на Эмбер и говорит, she doesn't look like she's a teenager. он говорит, да You какой don't она need to pay for подросток, зачем за нее платить? Well, it would save me some money. И, конечно же, я бы сэкономила, серьезно. And I said, well, actually, she's 13. Но я сказала, что ей на самом деле 13 лет.
Oh, don't tell me that. Говорит, Just pay for 3 of them. Зачем вы мне это говорите? За 3 билета заплатили, идите. And I made a decision. Но я принял решение. I said, no, ma'am, I will pay for all 4 of my children. Нет, я заплачу за всех 4 своих детей. That's the right thing to do. Потому что так правильно поступить. Now, the reason I chose to do that is because I knew Amber was watching. Почему я так сделал? Потому что я знал, что Эмбер за мной наблюдает. I knew God was watching. И я знал, что Бог за мной наблюдает. But I wanted to make sure Amber received the right thing from her father. Но я хотел, чтобы Эмбер вот от меня переняла что-то правильное, что-то хорошее. Because if I had not paid, she could have thought later on, well, Dad didn't pay, he cheated. То есть, если бы я тогда не заплатил, то она в дальнейшем могла бы сказать, ну папа же не платит, папа же обманывает. So it became very important for me to set the right example. Поэтому для меня было очень важно быть хорошим Even though примером. it was going to cost more money. Даже если для меня это стоило бы больше денег. And so we have to make those kind of И decisions. вот нам нужно принимать подобные решения. Another question in relation to this is, sometimes we could ask the question, well, what would the kind of person I want my child to date or marry Ну do? вот еще один вопрос, который можно задаваться. С каким бы человеком я хотела, чтобы мой ребенок встречался или там женился, вышел замуж? I really wanted my children to marry somebody who has good ethical principles. Я очень хотела, чтобы мои дети в брак вступили с теми людьми, у которых хорошие этические принципы. So, this is a thing that we can think through as parents as we try to make good ethical decisions. И вот мы должны об этом думать, будучи родителями, то есть принимая хорошие, правильные этические решения. Another strategy for making ethical decisions is what we call the newspaper test. Еще одна стратегия принятия этических решений – это газетный тест. What would this decision that I'm making today, if it were reported on the front page of the newspaper tomorrow, would it help or hurt my influence or reputation? И вот подумайте над тем, что если бы то решение, которое вот вы сегодня приняли, завтра о нем бы написали в газете вот на первой полосе, то помогло бы это вашей семье или выставило в каком-то неправильном свете? Would my family be proud or embarrassed? И гордилась бы вами ваша семья, или вот им было бы очень за вас стыдно? Yeah. And sometimes we do make decisions that end up becoming very public. Ну, иногда бывают такие моменты, когда мы принимаем решения, которые в итоге действительно становятся очень известными. Now, we can't always control that. Мы не можем это контролировать. But it may help us to make the right decision if we're looking at, well, it might become public. Но нам иногда вот очень помогает думать о том, что что, если о моем решении кто-то узнает? Okay, another decision strategy Еще одна стратегия принятия решений. is what we call the child test. Это детский тест. Would you do it if you knew your child or student was looking over your shoulder? Вот поступили бы вы вот так, если бы вы знали, что ваш ребенок или ваш ученик наблюдает за вами? When I was taking this course in the original character counts, they told us the story about a teacher who had been teaching this program to her students. И вот когда я сам проходил вот этот курс, то нам рассказывали историю о преподавателе этого же курса, которая работала со студентами. She was in a grocery store. Вот она в магазине была. And in the United States, in most grocery stores, they will have a special line where if you only have 10 items or less, you can go in that line. И вот у нас в Штатах, ну у нас тоже, в принципе, есть такие экспресс-кассы. То есть если у вас меньше 10 продуктов, то вы можете быстро пойти, оплатить и справиться. So it's usually a little bit quicker to go through that line. Там гораздо быстрее проходит вот эта очередь. This teacher was in the grocery store. She had gotten her groceries in a grocery basket. И вот эта учительница была в магазине, ну, все, что нужно было, она собрала. She was in a big hurry. Она очень спешила. She looked down in her basket and she had about 16 items. И вот она посмотрела к себе в корзину, у нее где-то 16 предметов. But she thought, oh, I'm in such a hurry. I really need to go through that quicker line. И она думает, ну мне, я так спешу, что просто я обязана пройти через эту экспресс-кассу. But she began to think about it. Но потом начала думать. And she thought, well, what if one of my students
saw me doing that. Он думает, вот что если And I've been trying to teach them character. мои ученики, о которых я рассказываю о хорошем характере, сейчас бы стояли и смотрели на меня. So she went ahead and got in one of the longer lines and was going to have to take a little more time. Вот она все-таки стала в обыкновенную очередь, в обыкновенную кассу. Sure enough, 2 lines down, one of her students was there and was waving and smiling. Hi, teacher! И вот как раз после этого она поворачивается и смотрит через 2 кассы, ее ученик стоит и машет ей, говорит, привет. So she was very thankful she made the right То есть она decision. была очень рада, что она приняла правильное решение. I mean, a decision like that is not a matter of life and death, И, конечно же, такое решение это не вопрос там жизни и смерти. but it can influence someone else. Но оно может повлиять на кого-то другого. So we have to watch ourselves in situations like that and То есть вот в таких ситуациях нужно за собой наблюдать. ask ourselves, what we should do. И задавать себе вопросы, что же нужно, как нужно поступить. Now, the next one that I have is what I call the tombstone. И вот еще один тест, это тест надгробия. Надгробие. Over here, you go to a graveyard, and often there's a stone or something И вот когда приходишь на кладбище, то that там has the name of the person on it, then has their birth date and their death date, and often they'll write something good about the person. обычно приходишь, и там вот есть надгробие, и там написано фотография человека, потом вот день рождения, день смерти, ну и что-то написано о человеке или по отношению к человеку. Do you all know what bowling is? Все знаете, что такое боулинг? Have any of you been bowling? Where you Кто-нибудь, take ну, в the- смысле, все ходили в боулинг? yeah, okay. There's a man who lived and died in the Wisconsin, one of the states. В штате Висконсин умер один человек. And on his tombstone, all that's there is his name, his birth, and his death, and it says, I bowled 300 in 1965. И вот на одном из кладбищ он нашел такое надгробие, где было имя человека, потом дата его жизни, и написано, что вот в таком-то году я там 300 очков выиграл в боулинг. And I thought, whoopee! Класс вообще. Is that what I want to be known for То есть in my это life? все, что я хочу, чтобы помнили люди обо мне, о моей жизни. Or do I want to be known, he was a faithful servant of Christ. Или я хочу, чтобы вот у меня там было написано, He was что a он good был father. верным служителем Христа, или хорошим отцом, He loved people. или любил людей. I mean, there's a lot of other good things that could be put on there than your bowling score. Различных там вещей, которые можно написать в человеке, чем только сколько вот он очков заработал в боулинге. Well, that's one of the things that we might be thinking about. Okay, at the end of our life, how do we want people to remember us? Вот давайте об этом думать. То есть чем мы хотим, чтобы люди помнили о нас, или что мы хотим, чтобы люди помнили о нас в конце нашей жизни? Do we want to be remembered as a good, ethical person? Хотим ли мы, чтобы нас запомнили как человека этичного, хорошего? Hopefully so, yes. Будем надеяться, что хотим. Let me show you an actual tombstone Вот that хочу вам показать настоящее надгробие. I took a picture of Я in даже a сфотографировала. little town in Texas. Это небольшой городок в Техасе. I'm so sorry. He was born one day after me. Richard Vega. Так вот, человек по имени Ричард Вега. Недлинная жизнь. But look at what he has on his tombstone that he is known for. Вот смотрите, за что то есть что о нем помнят люди? Drinking beer Он пил and пиво smoking cigarettes. и курил сигареты. Мальборо. I Yeah. didn't even know what cigarettes he liked. Marlboro. Yeah. And you think, И ты думаешь, I was shocked when somebody told me about this and said, go take a picture of that. So I что, did. когда мне человек рассказал, говорит, вот есть такое надгробие, я даже пошел сфотографировал. But I thought, wow, I sure wouldn't want that on my tombstone. Я бы, конечно же, не хотел, чтобы на моем надгробии вот что-то такое было нарисовано. No. But evidently that was what was important to him in his life. Но, по I всей видимости, это было самое don't know важное how в he его died. жизни. Я не знаю, как он умер. he was pretty young, wasn't he?
21 years old. Всего лишь 21 год был этому человеку. Who knows? He may have been in a car accident where he was Кто его killed знает? Может быть, because he was drunk driving. I don't know. может быть, он попал в аварию, может быть, вот пьяный сел за руль. Кто его знает, почему он умер. But that tells us what was important in his life. Но мы видим, что вот какие приоритеты в его жизни существовали. Well, as you're making decisions, it's good for you to think about what is important in my life. Принимая решение, очень важно думать, а что же важно для меня в моей жизни? What do I want to be remembered for? Вот за что я хочу, чтобы люди меня помнили? And of course, hopefully it is indeed being a follower of Jesus Christ. И будем надеяться, что хотя бы отчасти за то, что ты был служителем Христа. This is another strategy that we use, that some people use. It's called bell, book, and candle. Еще одна стратегия, которую мы используем, и некоторые люди используют, это стратегия колокола, книги и свечи. The bell says, listen to the bells that are warning you of an ethical issue. То есть вот колокол — это вот образ того, что какое-то этическое решение нужно принять. In other words, listen to your conscience. Другими словами, прислушайся к своей совести. God has given you a conscience for a purpose. Бог дал вам совесть не просто так. And as you train that conscience for good, И вот then it подготавливая свою warns you совесть, when there are wrong things being развивая decided upon. ее, она будет предупреждать вас о том, что вот какие-то неправильные вещи приходят в вашу жизнь. The book represents, check to see if there are any laws, regulations, rules which restrict the choice that you're about to make. Книга означает возможность проверить, есть ли какие-то законы и правила, которые могут помочь вам в принятии вашего решения. This could be laws of the land. Допустим, законы страны It could be the laws of God. или законы Божьи. You know, make sure you're doing the right thing based upon what the law says. То есть правильное решение принимать, исходя из того, что говорит закон. And then the candle represents how will your decision look in the light. Ну а свеча означает, вот как бы выглядело ваше решение при свете. Could a reasonable, fair-minded person conclude you acted improperly? То есть человек вот трезвый и справедливый, сказал ли бы он, что вы поступили неправильно или неподобающе? So, it doesn't matter what strategy you use, but it's good for us to use some strategies to make good decisions. То есть неважно, какой стратегией будете пользоваться вы, главное, чтобы вы принимали правильное решение. And often these good decisions can be taught to children and to young people and help them make good decisions. И очень часто вот эти стратегии о них можно рассказать детям, маленьким детям, которые впоследствии будут принимать правильные решения. There's another one that is sometimes used. That was the last thing. Sound man. Okay. This original character counts material was designed by the Josephson Institute of Ethics. Вот материалы, которые мы с вами изучаем, они были разработаны в институте Джозефсона. And so as he's trying to teach us, or they're trying to get us to make good decisions, one of the things they encourage us to do is to think about the way that your choices and how they will affect others. И вот разрабатывая все вот эти столпы характера и рассказывая нам весь этот материал, они хотят как бы поощрить нас думать о том, как наш выбор повлияет на других. Sometimes we think, well, our decisions really won't affect anybody else. It's my decision to make. Иногда мы думаем, это мое решение, оно ни на кого не влияет, это лично моя жизнь. But very often we don't realize how many people our decision does affect. Но очень часто мы даже не понимаем и не представляем, насколько наше решение влияет на многих людей. Other people that are affected by it. That's important. Вот другие люди, на которых влияет наше решение. Это очень важно. Now, for a moment, I want us to take and break into, let's just go into 3 groups. Давайте с вами разобьемся вот на 3 группы, буквально на чуть-чуть. Oh, we can do Well, this. let's see. One group, second group, and then Yeah. third group. Yeah, okay.
And what we're going to do is I'm going to have a story told to you. Смотрите, сейчас вам расскажут историю. Ну, в смысле, я расскажу вам историю. And then I want you to work together for a few minutes to show how many people were affected by this story. Вам просто, ну, давайте разобьемся, вот две парты, сколько там парт есть, и вот и вы третья группа. И вам нужно будет обсудить, вот на кого повлияло определенное решение. Now, what I've got here is, and I don't know if I have that coming up on screen. No, I don't. Okay. I was on screen. I thought it was, yeah. Maybe it's on the next one. There. Okay, this will show what we've got. The story is going to involve especially a young man and young lady and their families. Ну вот история о мальчике и девочке, ну и их семьях, соответственно. And when we get through with the story, I want you to write in each circle somebody that was affected by the decision that they made. И вот когда мы с вами историю послушаем, вам нужно будет, у вас будут такие распечаточки, заполнить каждый кружочек, на кого повлияло их решение. Okay, who wants to be the group leader here? Кто там будет вот в главной группе? And here, okay. All right. Now, first, listen very carefully to the story. Сначала, пожалуйста, послушайте очень внимательно, ну а потом будете писать. Ситуация прям вот, очень злободневная. Девочка, ну давайте по-нашему назовем. Девочка Оля, ей 15 лет, очень хорошая девочка, добрая, учится, ну, самая лучшая ученица в школе. И, в общем, понравился ей мальчик Валентин. И вот, ну, очень понравился Валентин, а Валентин наоборот, ну, такой вот, не очень учится, не очень ходит в школу, ну, но тем не менее живут они за границей, потому что в 16 лет уже можно ездить на машине. И, в общем, Валентин пригласил Олю наконец-то на свидание. Ну, Оле, конечно же, очень хочется пойти, но папа с мамой говорят: подруга, тебе 15 лет, сиди дома, 16 будет, пойдешь встречаться с Валентином. Валентин говорит: да, зачем ты слушаешь своих родителей, я к тебе вечером заеду, ну и поедем покатаемся. Он говорит: ну, заезжай. В общем, пришел вечер, Валентин взял у папы машину, приезжает за Олей, ну а Валентин для храбрости у папы нашел что-то там выпить. Накатил, да. Приезжает, забирает Олю, и вот они едут, катаются, там, общаются, заехали, что купили поесть. Едут, ну а темно же на улице. И не заметил Валентин, как навстречу едет машина. И вот, да, они... А я думал, вышла Оля навстречу. Нет, он просто засмотрелся на Олю и вот въехал в машину встречную, да. А во встречной машине была семья, папа, мама и дети. Папа был учителем в школе, мама владелицей магазина. Маму забрали в больницу. I just remember the story. Okay. Маму забрали в больницу, и у нее очень серьезная травма головы. То есть она в больнице еще где-то месяц пробудет. Папа остался невредим, но тем не менее тоже вот такие небольшие ушибы были. Did children die in this story? Да. Yes. Дети, к сожалению, погибли. Ну вот теперь вопрос. Как Олина решение повлияло и на кого? Олина. Ну, Оля-то решила пойти, она же могла отказаться. Что нам надо... А детки это слева две картинки, да? Ну, не важно, да, пусть будут детки. Это ну, мнение. Вам нужно написать. Вот Оля решила, Валентин предложил, Оля вместо того, чтобы послушаться родителей, сказала: да, поехали покатаемся. И вот к чему это привело и на кого повлияло решение, вам надо заполнить все эти кружочки. Но хорошая девочка Оля приняла решение. Не, ну Валентин там тоже молодец, конечно, но тем не менее. Вот думаешь. Okay. Get kind of circled in Так что вы your можете вот groups. группироваться. Get your groups together. And Можно что-то написать. Вам нужно написать, вот Оля приняла решение поехать. На кого повлияло ее I'll tell you решение? what, maybe this might be easier. Я понял, как это здесь... Let this be a group, and then that be a Папа, group. мама, That be easier. А, то есть записать на кого? And so you work together, and
правильно? So I better write down who you said now. What was the family name? I didn't tell family name. It was just Оля and Valentine. Ola and Valentine. And Все, что, любой. did you say the father was a school teacher? Yes, he was a school teacher. Mother was a store manager. She had concussion, so she's gonna be in the hospital. Well, children died. That's pretty much. Папа, мама. Нет. Папа есть, но мама болит. In the other story that I read, this main character girl, she Потом заболели и их тоже. Если он попал, то yeah, well, I mean, that's the same story all the time, except the only difference that she was the first child. And in the other story, children didn't die. Папа. Мама, папа. Тут еще можно и дедушку. Они долго. Oh, it's terrible. Еще папа. Папа, мама. I would hit make it separate groups so they can Нет, work я with написал. these. Вот от папы идет папа. Нет, это вот это вот пиши. От папы. Ну там правильно. Мама. Это бабушка, тоже бабушка, дедушка. А тут еще жил дед или мама. А то родители еще. Давай Еще какой-то ну это прадед. Еще и прадед. Мама. Они долго жили. Ну, это вот семья закончилась. Да. Вот она обманула, она приняла решение. Вместе они Нет, ну это не папа, это папа вот этого войны. Да. Папа, Тоже расстроен. на Валентине кто-то умеет. правильно, и идешь дальше. Как большой вопрос. Тоже еще и мама. А еще Шинков, мама там. А вот что можно... А ей, получается, она несовершеннолетняя. Родители поздравляли. Мама. Маленький городок, это видно обучение. А в школе? Well, just today's it is colder than When I checked the book this morning before I left the house, I usually check it to see whether it's bundled up or not. Sure enough, that it was 30 degrees. Well, 0 degrees. Basically, below. someone told me almost like 50 Fahrenheit, which is very similar, just like take Fahrenheit, I mean Celsius, multiply by 2 the number and add 32, and that's going to be approximately temperature. Which is very similar. Always true. I know 16, I like 16. I don't like 30, I don't like 48, although 48 is okay. 60 is right. 60 is like perfect weather. You can live your whole life, never complain. Ну здесь то же самое, можно включить дедушек и бабушек, которые тоже пострадали. Ну правильно, дедушка и бабушка. Они повлияли на своих друзей в школе. Ну, можно написать, они же можно общество, можно написать. Ну что вы уже оценили масштабы трагедии?
Но ее поступок повлиял на детей, на людей, на школу, на кого-то. Ее поступок повлиял на людей. Но если честно, потому что это было решение не моих детей, а его детей. Да, виновата он. Но в любом случае, решение-то, если бы все обошлось как бы вроде бы и ничего. Ну, его решение, ее решение, на скольких людей оно повлияло, как бы там ни было. Еще людей He doesn't agree that that's what it is, that's his decision. Поступила и не послушала родителей. Они все равно в школе учат. Ну, раз папа там работает, я думаю, Не все факт, равно она не учат. послушала, значит, она не христианка. Но значит, Оля, да. эти дети, которые погибли, они все равно в школе. Ну, я умолчу. Дети на небесах, но тоже не факт. Поскольку эти было не Нет, посадят в тюрьму We're родителей. gonna get to Они the stage where не посадят. So it's gonna be И транспорт. Еще материально, да. Как это причем? Что значит причем? Как это такая я бы сказала, ни причем. Это не она делала, она просто А если бы она не согласилась, вы не приехали. А он и так не поехал. Okay, let's stop now for a moment because I think Давайте, ребята, уже вот как-то закругляться, а то у вас уже и кружочков не хватает. we've done enough where we've gotten quite a few. Мы уже, ну, наверное, записали многих в список жертв. Okay, let's just start with this group right over here, Давайте начнем and вот just с этой группой. give me one person Одного out of человека your назовите paper вот из that was вашего affected, огромного списка. and then we'll go to the next group and give each group an opportunity to give one. Давайте вот по And then we start одному. over. Каждая группа называет по одному имени. И вот так вот. Okay, Пожалуйста. Папа Валентина. Dad of Valentine. definitely. 100%. Okay. Родители погибших детей. Parents of the children that died. Хорошо. Definitely, yes. Кто там еще? Okay. Ну, кто еще Give us пострадал? one that hasn't been given. Пострадали, ну, сами погибшие дети. Well, kids that died. Definitely, yes. Да, Kids that died. конечно. All right. Next group, give us one. Следующий, кто там? Группа наша. Уже разбирать начали. Давайте точно. Кто еще пострадал? Ну и сам Валентин пострадал. Well, Valentine himself. Because he's in a lot of trouble now. Валентина пострадали. Parents of Valentine. Ну, Okay. давайте. All right. Кто там про машину? Родственники погибших детей. Relatives of kids that died. Right. Relatives. Mm-hmm. Okay. Страдания матери Well, Валентина, Valentine's mother. страдания самой Оли. Ну, вернее, пострадала сама Оля, Оля herself. потому что над ней Suffered висит because рок, ну, ответственность. now she's responsible for what happened. Okay. All Следующая right. группа. Next group. А то, что травмы получила сама мать, уже говорили? Well, the mother that is having concussion. Работники магазина пострадали, которые And мама работала. workers of the store where mother is Да. director of. Да. Да. So, uh-huh. Валентина есть уголовное дело. Well, Valentine is now a criminal, basically, because he's on the criminal list because Okay. of this killing. Okay. Родственники тех, которые пострадали в аварии. Relatives of those people that suffered the car accident. Mm-hmm. Подружки Оли не будут гулять. Well, friends of Oля, because they won't have Oля to play with. Or Okay. at least for a while. All right. Friends, yes, are affected Друзья, by. это да. Okay. Родители Оли также, Well, Ola's parents, Uh-huh. они понимают, что because they understand that partially that there is a responsibility on her as well. Right. У мамы было
у мамы была ответственная работа, Mother had она responsible месяц не job, работала на and since нее, she's not working for надеялись, пострадали months, люди, I mean, коллективно people, работали. the staff of that store where she was working is suffering because of that. That's right. Давайте, у папы там учеников, сколько? Машина. Well, car is very important. Car, okay. Yeah. Car numbers, yeah. На самом деле, да, то есть Well, ученики, школа, студенты. Pupils of the school where dad was working. Yes. Pupils of the school. Ученики. Авторитет школы Well, пострадал. school's authority. Потому что об этой because ситуации стало the известно situation всем. was known to everybody probably. Да. Проблемы с законом у родителей Вали. And Valentin's parents are going to have problems with the law because he is not of age, so they are responsible for this. Okay. All right. You know, we could just keep going, and we won't go any further than this, but И мы можем еще очень долго говорить, но мы не будем you see, a сильно simple распространяться. decision Но посмотрите, обыкновенное простое решение can often affect many, many other people. может повлиять на такое количество людей. I mean, you could go on and you could talk about it also affected the police who had to come to the Можно accident. также сказать, что вот и полиция пострадала, потому что все-таки пришлось приехать на вот такую неприятную To the сцену. mortuary for the children that died. И вот потом детей, The hospital, умерших везти в hospital морг, staff. потом больница, сотрудники больницы. It just keeps on То going есть and вот going and going. разрастается картина очень сильно. It's sort of like, you know, dropping a pebble in the water and then seeing the Ну, вы ripples знаете, go как out, you know. And, камешек уронили в воду, и вот потом кольца пошли по воде. and a lot of times children think, well, the only people that are affected is me on my decision. Очень часто дети думают, что ну вот все, кто пострадает, ну если я что неправильно сделал, это я. Это мое решение. But that's not true. Но это It affects неправда. often very many people. Потому что решение влияет на очень многих людей. Now, children need to learn this И дети должны to для help себя them make выяснить. some wise decisions. Вот это для того, чтобы принимать правильные решения, мудрые решения. There was a story that actually happened in a school in Chicago. В Чикаго произошла действительно история такая. The principal of the school actually told this story. И директор этой школы рассказал историю. He said it was a school where they had a lot of problems, a lot of problem children. И вот эта школа для очень проблемных детей, и, соответственно, и в школе проблем было очень много. And so they began to really work on character improvement in the school И вот они using начали character counts. работать над усовершенствованием характера, и вот эту программу начали внедрять в школу. There was one young man who had, on numerous occasions, had to come into the principal's office. И вот был там ученик, как есть в любой школе, который постоянно к директору ходит пообщаться. He had damaged property, Он то He had stolen имущество things. портит, то что-то ворует. really, generally a pretty bad young man. В общем и целом очень неприятная личность. The director said one day he walked into his office, И вот директор говорит, что однажды этот ученик пришел к нему в офис, and the director said he was totally shocked. и он говорит, директор просто был в шоке. This young man came in, Потому что этот and молодой he laid a человек пришел, whole bunch of keys, и вот on положил his целую desk. связку ключей к нему на стол. and he says, I found these keys, Он говорит, я нашел эти ключи and I wanted to turn them into you. и хотел бы их вам вернуть. The principal said, why? Директор говорит, ты чего вообще? Почему? He said, well, recently we had to do this exercise about who it affects. Он говорит, ну мы буквально недавно вот делали это упражнение, при том, на кого это повлияет. And he said, I realized that these probably belong to the janitor who has 2 small children and a wife. Говорит, и эти ключи, наверное, вот школьного охранника, у которого 2 детей и жена. And if I use these in the wrong way, И если я he их might lose his job. использую вот так, как мне бы хотелось, то он тогда потеряет свою работу. You know, and the principal said, you know, he may never do this again, but at least for this time, he thought it through, what he should do. И вот директор говорит, что, может быть, он после этого никогда и не сделает больше ни одного правильного решения, но на тот момент он действительно подумал о том, вот на кого это повлияет. And he was affected by realizing who else might be hurt. И вот думая над тем, на кого это повлияет, его это остановило. So this kind of exercise is good for children to go through. Поэтому подобные вот упражнения очень полезны для детей, Help them think through their decisions. чтобы просто размышлять над своими решениями. Now, I want to go back to this
to say also one of the things that can help people make the right decisions И вот я бы хотел вернуться и сказать, что еще кое-что, что помогает людям принимать правильные решения, is if they'll keep these 6 pillars in their minds это вот помнить об этих 6 столпах характера. and place these firmly in their being and ask questions. Well, is what I'm about to do trustworthy? И вот помня об этом, задаваться вопросом, а то, что я сейчас делаю, Is what I'm doing respectful? будет ли это проявлением надежности или уважения? Is it responsible? Или проявлю ли Is я it caring? ответственность, заботу? By doing this, am I being a good citizen? Если я поступлю так, то буду я хорошим гражданином. And so, keeping those things in our minds will help us to make better decisions. И вот помнить об этом поможет нам принимать правильные решения или лучшие решения. If it is absolutely necessary to sacrifice one principle to honor another, do what you sincerely believe will be good for all the people involved. Если действительно необходимо пожертвовать одним принципом ради другого, поступать так, как ты искренне считаешь, что в итоге будет во благо всему обществу. And then I think this is a very strong key conclusion point. И я думаю, что вот для завершения это очень важная мысль. One of the biggest decisions that you will make is choosing your friends. Одно из самых значимых решений, которые вы принимаете в своей жизни, это выбор друзей. When you choose your friends, don't shortchange yourself by choosing personality over character. Когда вы выбираете друзей, пожалуйста, не подменяйте личности на содержание. Encourage children to choose friends who have character. Ободряйте ваших детей выбирать тех друзей, которые обладают хорошим характером. Because one of the powerful influences in our lives are our friends. Потому что один источник влияния на нашу жизнь, один из самых значимых источников, это наши друзья. So, just make sure we choose the right friends. Поэтому, пожалуйста, давайте выбирать хороших друзей. Okay, that'll be the conclusion of this lesson. Вот Yes? что касается этого урока, давайте на этом закончим.